Глава 1. Детство и юность принцессы Дианы. Диана Спенсер родилась 1 июля 1961 года в семье с богатой аристократической историей, уходящей корнями в XV век. Она была четвертым ребенком в семье после двух старших сестер, Сары и Джейн, и младшего брата Чарльза. Родители, Джон Спенсер и Фрэнсис Рош, долго ожидали появления наследника, так как до Дианы у них был сын Джон, который скончался вскоре после рождения. Этот трагический случай усилил надежды на мальчика, и рождение девочки стало разочарованием для отца. Несмотря на это, Диана в детстве была окружена любовью и вниманием, особенно со стороны нянь и прислуги. Ее ранние годы прошли в Парк-хаусе, на территории поместья Сандрингем, резиденции британской королевской семьи. Дом, построенный в 1863 году по приказу короля Эдуарда VII, был сдан в аренду семье Спенсеров, и частые визиты королевской семьи сблизили Диану с принцами Эндрю и Эдвардом, с которыми она проводила немало времени. Несмотря на высокое социальное положение ее семьи, брак Джона и Фрэнсис оказался несчастливым. В 1967 году Фрэнсис ушла к другому мужчине, что стало тяжелым ударом для Дианы. Судебное разбирательство о праве опеки завершилось в пользу ее отца, во многом благодаря показаниям матери Фрэнсис, леди Фермой, которая выступила против дочери. Это оставило у маленькой Дианы тяжелые воспоминания. Ее брат Чарльз позже вспоминал, как сестра ежедневно ожидала мать у двери, но та так и не пришла. Несмотря на редкие встречи, Диана продолжала поддерживать отношения с матерью. Когда Джон Спенсер получил титул графа в 1975 году, семья переехала в Олторп, родовое поместье Спенсеров. Здесь Диану ожидала новая трудность. Ее отец женился на Рейн Лэг, дочери писательницы Барбары Картленд. О свадьбе детям не сообщили и не пригласили их на церемонию. Диана и ее брат не приняли мачеху, давая ей прозвище «Кислотный дождь» из-за сходства имени Рейн с английским словом «rain» – «дождь». Они часто насмехались над ней, напевая «Дождь, дождь, уходи». Эти отношения оставались напряженными долгие годы, но со временем, когда Рейн заботилась о больном отце Дианы, их взаимопонимание улучшилось. Уже взрослой Диане было приятно осознавать, что ее отец был счастлив с Рейн, и она даже написала ей письмо со словами «Папе так повезло, что у него есть ты». Как подросток, Диана предпочитала активные игры на свежем воздухе, носила брюки и свитера, не заботясь о внешнем виде. Она была особенно привязана к животным, ухаживая за своими морскими свинками, хомяками и кроликами. В школьные годы Диана не блистала успехами в учебе, но проявляла себя в спорте и музыке. Она дважды проваливала выпускные экзамены, что укрепляло ее неуверенность в собственных силах. В 16 лет Диана уехала в Швейцарию в институт Альпин-Видиманет, частную школу, где все предметы преподавались на французском языке. Несмотря на все усилия, ей было тяжело учиться, и после одного семестра она вернулась домой. С ранних лет Диана мечтала о принце Чарльзе, тайно восхищаясь им. В возрасте 14-15 лет ее комната была украшена его фотографиями, в то время как ее сверстницы вешали на стены постеры поп-звезд. Диана впервые встретила Чарльза в 16 лет, но тогда он не обратил на нее внимания. Тем не менее, их отношения начали развиваться благодаря ее старшей сестре, Саре, которая когда-то встречалась с Чарльзом. Сара познакомила его с Дианой и, как позже признавалась, сыграла роль Купидона в их знакомстве. Одним из увлечений Дианы был танец, и она мечтала стать балериной. Однако из-за своего высокого роста
ей пришлось отказаться от этой мечты. В 1978 году, вернувшись из Швейцарии, Диана переехала в Лондон, где снимала квартиру с 3 подругами и работала няней в детском саду. Этот период своей жизни она вспоминала с теплотой, ведь именно тогда она была обычной девушкой, далекой от королевской жизни. Также важной деталью ее жизни был факт того, что королева Елизавета II была крестной матерью ее младшего брата, а также подругой ее бабушки. Эти отношения с королевской семьей стали частью ее окружения и сыграли свою роль в ее будущем.